Сегодня у меня на столе Final Mouse Ultralight X. У мышки есть серьезные проблемы со сборкой. Она вся прогибается, проминается, при сдавливании хрустит. Основная проблема — это ее основные кнопки. Они слишком ватные. У них есть ощутимые для пальцев сайд и pre-travel. Также невнятное колесо, как сама прокрутка, так и ее нажатие. С боковыми кнопками, возможно, даже не придется возиться слишком сильно. Они, в принципе, даже более-менее нормально подогнаны. Они довольно легкие, четкие, там стоят синие SMD амроны. Вполне возможно, что обойдемся только небольшой доработкой самих пластин. Весь корпус будет проклеиваться, основные кнопки будут перепаиваться, энкодер и микрики колеса, соответственно, тоже. Приятного просмотра. Разбор мыши начинается с отклеивания ножек. Ничего греть феном не нужно. Добавляем этиловый спирт на инструмент. Сначала наносим на уголок ножки. Уголок приподнимаем, немного отклеиваем. Добавляем еще капельку спирта. Немного забуриваемся. И все, ножка снята. Винты у нас находятся только под двумя нижними ножками. С помощью крестовой отвертки мы откручиваем два нижних винта. Аккуратно за сам коннектор отсоединяем аккумулятор. В этой версии мыши были учтены некоторые недостатки. В предыдущей ревизии вся мышка была собрана всего лишь на одном винте, в центре. Сейчас этот винт является креплением в основном для спинки. Основные кнопки теперь крепятся еще и на двух дополнительных торксах T4. Вся плата посажена вот на такие твердые капельки клея. Для того, чтобы их снять, нужно добавить спирт и чем-либо их поддеть. И уже после кусачками цепляемся и спокойно снимаем. Таким макаром проходим по всем углам корпуса и снимаем плату. Будьте осторожны с боковыми. Я пока что их отсоединять не буду, постараюсь все сделать не отсоединяя, потому что слишком много SMD компонентов, боюсь повредить. Аккумулятор снимать не буду. Для того, чтобы облегчить выпайку энкодера, я заранее откушу боковые выводы. Для выпаивания буду использовать вот такое жало. На каждую ножку добавляю припой. Не забудьте про SMD компоненты на плате. На микрике средней кнопки есть вот такая проставочка. Не стоит про нее забывать, она нам еще понадобится в будущем для замены.
want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Для удаления оставшегося припоя буду использовать медную оплетку. Все, отверстия освобождены. Теперь воспользуемся спиртом. Для начала ватной палочкой, чтобы собрать как можно больше лишнего флюса. Того флюса, который был именно в оплетке. Если вы будете паять белые платы, то тогда стоит пользоваться чем-то на вроде вот такого оловоотсоса. Ну вот и все. Вся плата чистая. Отверстия полностью освобождены от припоя.
Для того, чтобы примерить разные микрики и добавить мягкий демпфер, нам необходимо уменьшить высоту ограничителей, которые ограничивают ход вниз-вверх. Вот этот штырек отвечает за прижим микрика, а вот этот за саму пластину. Его нам нужно подпилить на совершенно небольшую величину, для того, чтобы добавить либо пластырь, либо неопрен, поролон. Будем пользоваться бормашинкой. После шлифовки нужно срезать образовавшийся заусенец. Теперь ход больше, и можно примерять более высокие микрики. Сначала мы будем убирать горизонтальные люфты, будем пользоваться каптоновым скотчем и твердыми мебельными наклейками. Важно понимать, что в каждом конкретном случае толщина материалов, количество слоев определяется каждой конкретной мышью. Нет такого универсального рецепта ни для одной модели. То, что подойдет к моему конкретному экземпляру мыши, скорее всего, не подойдет к вашему. Сейчас мы будем пользоваться методом устранения люфта изнутри, потому что для того, чтобы добавить нужное количество слоев снаружи, придется использовать слишком много слоев материала. Для того, чтобы убрать вертикальный люфт, мы воспользуемся вот таким пластырем. Для смазки воспользуемся порошком из тефлона. Для того, чтобы демпфировать кнопки в нижней части, я добавлю такой поролоноподобный материал в эту область. Для того, чтобы усилить основные кнопки, мы воспользуемся клеем T7000. Клеить нужно вот по этому участку. Заливать нужно достаточно жирно, чтобы получилась такая своеобразная усиливающая полоска клея. Сейчас выглядит, что я переборщил с нанесением клея, но на самом деле он ощутимо усядет. Мышку нужно оставить в таком промежуточном среднем положении, чтобы клей не вытекал. Придется подобрать примерно такое положение и оставить мышку желательно на сутки. Ну или хотя бы часов на 10. Для устранения люфта колеса будем использовать алюминиевую ленту. В данном конкретном случае нужно клеить ее с обеих сторон. Конкретно с этой стороны, конкретно с этого бока обязательно сильно прижать. Перед установкой платы все материалы желательно предварительно разработать. Будем использовать родную болванку колеса.
Смазывать колесо я буду двумя типами смазки. Менее густой я буду смазывать вот эту область, где мы только что устраняли люфты. И дополнительно более густой смазкой мы будем смазывать вот этот узел, потому что здесь мы не добавляли алюминиевую ленту. С добавлением алюминиевой ленты в этом элементе прокрутка становится чересчур тугой, как по мне. И поэтому с помощью более густой смазки мы сможем избавиться от потенциально любых возможных лишних призвуков. Использовать более густой вариант смазки над микриком я не рекомендую, потому что велик шанс того, что нажатие станет неинформативным и ватным. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I'll send an SOS to the world. С помощью того же самого клея T7000 мы обратно приклеиваем нашу плату. Делаем это с небольшим запасом и обязательно продавливаем по углам, чтобы клей попал под все защелки. Даже если клей попадет сбоку на микрик, то ничего страшного, потому что движущихся частей там нет. С боковушками делать ничего не придется. Вообще у нас есть два варианта. Первый основной вариант. Это с помощью клея T7000 подклеиваю крепление. Вот так. Добавляю и сажаю на место. В данном конкретном случае хватило подгиба пластин в нужном месте, чтобы пластина хорошо контактировала с микриком. Если зазор более ощутимый, то тогда можно с помощью металлической ленты, здесь я показываю обычный малярный скотч, это муляж, с помощью металлической ленты устранить люфт можно, наклеив ленту вот здесь, в этом месте. После нанесения клея на основание пластин боковых кнопок мышку нужно обязательно собрать и оставить на несколько часов. Перед окончательным проклеиванием корпуса убедитесь, что вы закрутили все винты, а также проверили работоспособность всей мыши в целом. Ну и в конце наносим клей на места соприкосновения верха и низа корпуса.